Ну, я всех вас обнимаю. Поздравляю с событиями. И сегодняшний день инвалида, Международный день инвалида, и 5-го день волонтера нашей организации отмечает свое 5-летие уже. Все вы, знаю, активно очень работаете по этим двум направлениям. Собственно говоря, это родные направления дополняют друг друга. Знаю, что вы много очень делаете. Спасибо вам большое. И что касается и того, и другого, это привлекает большое внимание со стороны наших друзей из самых разных, большого количества стран. Всех объединяет в данном случае на общее стремление помогать людям. Это такой душевный порыв, который реально людей объединяет. Это очень здорово. Ну и приносит позитивный и такой хороший, нужный вам результат. Я так понимаю, что, не понимаю, уверен, это и для вас нужно, и для тех, для кого вы стараетесь и работаете. Так что вам большое спасибо. Если есть какие-то вопросы, комментарии, пожалуйста. Если нет, мы можем с вами приступить к этому. Пожалуйста. Да? Владимир Владимирович, меня зовут Роман, я из Донецкой Народной Республики, волонтер 16 лет. Когда вы объявили специальную военную операцию в 2022 году, пошел на фронт добровольцем, мне всего 18 лет было. Мама провожала, плакала, конечно. Я не мог по-другому, меня так воспитали. Поэтому пошел служить, и, к сожалению, произошла со мной, наверное, самая страшная ситуация в моей жизни. Это гибель моих друзей. Они выполняли гуманитарную миссию как раз под Шахтерском, помогали военнослужащим. И 7 человек, талантливых и добрых, погибли от обстрела ВСУ. Да. И, к сожалению, из них даже мой друг Дима, ему было всего 17 лет. Но наша команда не упала духом, мы работаем, продолжаем их дело, продолжаем помогать их семьям. И хочется очень сильно вас поблагодарить за ваш указ о страховании волонтеров, которые работают в гуманитарных миссиях, в опасных зонах. Это действительно для нас очень важно, это поддержка. И расширение на приграничье все. Это тоже очень важно, потому что не только нам помогают, но мы стараемся помогать. Мы были и в Курске, мы были и в Анапе. Стараемся помогать там, где это нужно, где есть запрос. И действительно, это вот как раз про объединение, про мы вместе, про цели движения, которые уже больше 5 лет существуют. И мы всегда готовы к вызовам, мы всегда готовы помогать хоть в ковид, хоть в Анапе, хоть в Курске, везде. И будем стараться и делать это вместе. Я знаю. Очень высоко это ценю, так же, как и все люди в России ценят высоко. Видите, к сожалению, бывают такие трагические случаи, но призывать быть аккуратным как бы более или менее бессмысленно, и тем не менее я хочу это сделать. Все-таки надо по максимуму соблюдать необходимые правила для того, чтобы мы стараемся обезопасить себя. Вам удачи. Спасибо большое. Владимир Владимирович, Минск, Беларусь, паралимпиец. Некоторое время назад получил тяжелую травму, но смог восстановиться, стать многократным рекордсменом мира, Европы, что самое главное, отцом 4 детей. Работаем дальше. 5-й мой ребенок – это наш благотворительный фонд. Мы активно помогаем Донбассу. Все еще живой, потому что после того, как объявили американцы санкции против меня, пророчили всякое, и погибель, но мы все еще в строю действуем. И очень рады тому, что волонтеры Российской Федерации приезжают к нам в Республику Беларусь. Совсем недавно мы реставрировали вместе Брестскую крепость «Герой». Это наше сакральное место всего нашего советского народа, многонационального народа, победителя. И это отрадно. Конечно, очень рад тому, что волонтеры дали добро в том, что готовы приехать к реставрации, подключиться усадьбы великих князей дома Романовых под Борисовым. Моему фонду передали в дар, пожелавшие остаться анонимными дарителями. И мы приняли решение там создать реабилитационный центр именно для детей с минно-взрывными ранениями. Как когда-то это произошло со мной, мы готовы будем их выдернуть из этой среды, когда они остались наедине с самим собой и
Я своим примером, собственно, готов им показать, в том числе привлекать их к паралимпийскому плаванию. В общем, действуем очень качественно. И в связи с этим хочу вас попросить поддержать расширение программы, именно программы «Миссия Добро», в рамках которой осуществляется эта глобальная деятельность. И я готов быть одним из хедлайнеров, и чтобы мы, российские У волонтеры... нас программа это отдельное добро, да, или что? Так точно. Мы готовы выезжать и в Африку, и в Латинскую Америку, и в Европу, но у нас там много друзей, тех, которые понимают нас, понимают тот вектор и направленность действия союзного государства России и Беларуси. Мы транслируем любовь, добро и позитив. Это то, что в душе русского многонационального народа, в нашем сердце, и мы готовы, так сказать, нарастить обороты. Нас ждут, и в этом нужна ваша очень такая поддержка. Ну и, конечно же, если будут те желающие граждане, которые помогут мне, я, конечно, один не смогу потянуть реставрацию и создание этого реабилитационного центра, но это очень знаковый имиджевый проект. Это под Минском, под Борисовым. Вот та самая усадьба великих князей, наша общая история. Сколько там площадей-то, вы помните? Сейчас не смогу сказать, но мы уже подключились к реставрации, подключаются и благотворители, в том числе совсем недавно Крым передал 500 000 российских рублей на этот проект. И это благодаря Валентине Ивановне Матвиенко. Я на форуме регионов доложился про этот проект. В общем, мы готовы дальше действовать и показать всему миру, что мы нерушимы, Союз России и Беларуси крепок, наши граждане понимают, что происходит, и готовы подключиться к различным совместным проектам. И я служу Отечеству, как я вам сказал ранее, когда вы награждали меня орденом дружбы, мы вас, Владимир Владимирович, не подведем. Если будет возможность контакта какой-то, чтобы мы могли оперативно связываться, буду очень благодарен, потому что на повестке очень много всего. Хорошо, я пометил обязательно. И с Александром Григорьевичем поговорю, но уверен, что он тоже подключится, поможет. Спасибо. Александр Григорьевич полностью нас поддерживает и в миссии на Донбассе. Спасибо. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Мадиш. Namaste from India. I am the founder and president of BRICS Youth Alliance and Elixir Foundation. And I come from the home state of our Prime Minister, Mr. Modi. And my first experience in Russia was about the international prize. We are together as a finalist, and today I am an ambassador for the same prize, and I promote this prize. Поздравляю. Спасибо. Добрый день. Я являюсь основателем и президентом Альянса молодежи БРИКС, а также Elixir Foundation. Я родом из штата, родного штата для Нарендра Моди. И впервые я приехала в Россию, когда был финалистом международной премии «Мы вместе». И сейчас же я являюсь амбассадором этой премии. I'm thankful to you for sending the Dobro mission to India, where Russian young people volunteered on humanitarian initiatives in Russia, and for sure we require such more missions between our countries to increase our friendship as always. Мы также благодарим миссию «Добро», которые направили миссию российских добровольцев в Индию. Мы так вместе наращиваем совместное сотрудничество между нашими странами. Next year will be the International Year of Volunteers, and we will be signing an agreement of cooperation with International Association Dobro to empower our young people in both countries. В следующем году мы отметим Международный год волонтеров, и мы подпишем соглашение о сотрудничестве с организацией «Добро» для дальнейшего развития нашего взаимодействия. You will be very happy to know that BRICS Project Office in Ulyanovsk region supported us in founding an international organization called BRICS Youth Alliance, which works on empowering young people in BRICS countries, and these young people will be the voices of BRICS in the global platforms. Хотел бы также вам сообщить, что проектный офис БРИКС в Ульяновске поддержал создание Альянса молодежи БРИКС, который развивает возможности и содействует развитию возможностей молодежи в странах БРИКС и позволяет им выступать и отстаивать мнение стран БРИКС на глобальных площадках. In our BRICS presidence in India, we are planning with BRICS Ulyanovsk office to launch BRICS Melody and other interesting programs for young people in India already. В рамках нашего председательства в БРИКС и при поддержке проектного офиса БРИКС в Ульяновске мы готовы запустить самые разные инициативы с участием молодежи. Эти инициативы пройдут в Индии, одна из которых это BRICS Melody.
And with the Russian embassy in India, we are already cooperating in establishing a Russian culture center in the state of our Prime Minister. And we will be very honored if you join us on this occasion. Также мы активно поддерживаем взаимодействие с российским посольством в Индии. Мы готовимся к открытию российского культурного центра, который будет открыт в родном штате Нарендра-Моди. Очень надеемся, что вы сможете принять участие в открытии этого центра. And as you leave for India, please accept my best regards and best wishes. India is excited to welcome you and for your meeting with our Prime Minister. And India-Russia friendship long live. Спасибо большое. Мы с нетерпением ждем ваш визит в Индию, желаем вам успехов и всего наилучшего. С нетерпением ждем вашей встречи с премьер-министром Нарендра-Моди. Да здравствует российско-индийская дружба. Это очень важная работа, тем более на таком человеческом уровне, то, что называется от сердца к сердцу. И это серьезный вклад в развитие и межгосударственных связей, потому что создает такую очень прочную гуманитарную базу взаимодействия между людьми. А это в конечном итоге самое главное. Что, если вы позволите, я вот на этой неделе тоже внесу свой вклад в эту нашу совместную работу по укреплению российско-индийских связей. И обязательно премьеру передам о нашей встрече сегодня. Absolutely. With your vision and leadership, we are humbled for that. Thank you so much. С вашим руководством, с вашей мудростью уверен, что мы добьемся всех успехов и прогресса. Спасибо за ваши добрые слова. Спасибо вам, успехов. Пожалуйста. Владимир Владимирович, здравствуйте. Меня зовут Лиза. Я хочу рассказать о своем парне. Воробьев Дмитрий Васильевич погиб на СВО 2 года назад. Я очень по нему скучаю. В память о нем я создала свой проект «Школа семейного волонтерства. Сила в семье», где мы объединились с семьями и участниками СВО в благом, добром деле. Мы собственноручно создаем гуманитарную помощь, ходим в походы, где участники СВО являются не просто участниками, а они передают все знания и навыки детям и молодежи, в том числе по выживанию в самых сложных условиях. И создаем проекты нуждающимся. И сколько семей вы объединяете? Уже более 100 семей, и в том числе члены семей погибших, которым очень нужна поддержка. И это все создалось в рамках программы «Хорошее дело» Академии Добрина. Там мы, семьи, родственники и сами участники СВО создали свои социальные проекты. Сейчас... Участников СВО тоже привлекаете прямо к этой Конечно, работе? обязательно, для того, чтобы они переходили с позиции наблюдателя в позицию активного организатора социальной деятельности. Нам нужна поддержка, нам нужна помощь, мы хотим быть услышанными. И движение «Мы вместе», Академия Добрина нам в этом помогает. Кстати, вот я хочу рассказать, у нас на программе появилось такое сообщество, называется «Свои дяди», где участники специальной военной операции становятся настоящими друзьями, близкими соратниками, таким ребятам, как я. Нам важно просто чувствовать поддержку боевых товарищей наших отцов. Конечно. И в Ханты-Мансийске открылся круглогодичный центр Добрина, чтобы мы вместе, все волонтеры, объединялись. Я хочу вам выразить глубокую благодарность за поддержку молодежных инициатив. Нам это важно, и мы можем больше, когда мы вместе. Вы сказали, нам это важно, потому что вам по характеру, по образу мысли это важно. Но всей стране это важно. А тем людям, которым вы помогаете, насколько это важно. Вы сами по себе это знаете. Поэтому я желаю вам удачи. Все будем делать для того, чтобы вас поддержать. Все. Благодарю вас. Вам Мы не спасибо. хотим. Я не сомневаюсь даже на секунду. Уважаемый Владимир Владимирович, благодарю Бога и премии «Мы вместе», что лично есть возможность с вами познакомиться и рассказать о деятельности нашей больницы. Меня зовут Алексей Заров, я главный врач больницы святителя Алексея. Так же, как и у Алексея, я многодетный отец, у меня 5 детей. Поздравляю. Спасибо большое. И наша больница, она особенная, она уникальна, потому что мы единственная больница Русской Православной Церкви. Как? В Москве и филиал, это единственная больница автономной некоммерческой организации. И мы с первых дней по благословению святейшего патриарха Кирилла оказались в зоне СВО. Так уж вышло, что 24 февраля 2022 года я встретил в Донецке. И большая деятельность в нашей больнице церковной, в нашей церкви, более 50 тысяч пострадавшим помогли медицинской помощью. И в этой помощи принимают участие и специалисты нашей больницы, врачи, медицинские сестры, так и добровольцы. Со всей страны мы привлекаем врачей, медицинских сестер. У нас есть мобильные госпитали, которые перемещаются по населенным пунктам, побывали во всех
субъектах наших новых. Только на прошлой неделе работали фактически в Покровском, в Украинске, в Бурнике, смотрели мирных жителей, обследовали, делали флюорографию. Вы имеете в виду в Красноармейске, да? Красноармейск, Украинск и Горняк. Ну, в Красноярске были? В Красноармейске были, да. Нет, Сказали, Покровск. Красноармейске. Нет, в 25 километрах от Покровска мы были. Ну, Селидово, там недалеко. Да-да-да. Селидово, Украинск, Кураховка. Вот до этого были в Курахово, в Авдеевке. До этого были в Херсонской области, когда был Запорожье. Да. Деятельность большая. Эвакуировали первый год 800 человек, в основном из Мариуполя, для лечения в Москву. Но такая главная наша особенность, то, что мы, как больница, занимаемся именно профессиональным добровольчеством. Это добровольцы, врачи, добровольцы, медицинские сестры. Но мы создали такую ситуацию, у нас есть учебный центр, который проводит профессиональную подготовку по программе «Младшая медицинская сестра по уходу». И, соответственно, вот в этой деятельности помощи медицинской стать профессиональным добровольцем, медиком может стать любой, даже тот человек, который не имеет медицинское образование. Это очень важно. А по закону можно? Да, это дополнительное профессиональное образование, 144 часа, и это более 8 тысяч подготовленных людей в 87 городах России. И что для меня очень важно, что 2000 этих людей – это жители наших новых регионов, наших присоединенных регионов. И они тоже приходят помогать, становятся добровольцами, местные жители подключаются, это очень важно. И вот наших добровольцев можно узнать, девушек, конечно, по Фарточка. по платочкам, по белому платочку, а правильно называть его белый плат. Это Белый? Белый плат. Белый плат. Ну, платочек – это уменьшительно ласкательное, а плат – это плат. И это плат сестры милосердия. Когда они становятся добровольцами, они сначала ходят без креста, то есть Красного Креста нет, как только прошли обучение. И, тем не менее, они, этот плат, который надевается им на голову, ну, конечно, их внутренне организует, меняет их внутренне, внешне имеет отражение на внутреннее. И, конечно, на это влияет и на тех ребят, за кем они ухаживают. Они становятся более строго к ним относятся. И это движение очень большое. Они, конечно, берут пример с сестер милосердия предыдущих веков, 19-20 века. Мы помним, что в Первую мировую войну было более 20 тысяч сестер милосердия, принимали помощь военным. Сейчас это движение церковь и вот больница Алексея развивает. И сейчас уже около 3000 сестер милосердия, которые принимают участие в помощи непосредственно в госпиталях, в больницах, на Донбассе и здесь, в регионах, где есть наши... Сколько у вас в больнице работает? Больница наша работает 120 лет. Нет, сколько сестер милосердия в вашей больнице? В нашей больнице сестры милосердия – это добровольческое движение. А у нас, соответственно, среди наших сотрудников есть тоже сестры милосердия, ну, там порядка 90 человек сестер милосердия. Прилично. Да, в Москве. Но очень важно, Владимир Владимирович, то, что сестричество организуется так же, как и вот в предыдущие века, как импульсом для развития сестричества, для возрождения. Это были военные действия, сложные времена. И сейчас такие сестричества, про которые я говорю, это в первую очередь организуются на Донбассе, в Крыму. Ну, да. Первое сестричество в Горловке, которое мы помогли на Донбассе организовать. Надо сказать, что в городе Курске, областной центр, не было сестричества до того момента, как вот произошло вторжение украинское. Сейчас там просто они прошли профессиональную подготовку в нашем учебном центре. Мы организуем прям выездные курсы. И там теперь одно из самых больших сестричеств в России. И они реально помогают и в областной больнице, и в госпиталях курских. Это вот такое важное деятельность, важное направление, которое хотелось с вами поделиться. Так, в нашей больнице уже больше 120 лет мы находимся в Москве, недалеко от Кремля. И у нас одно из важных наших направлений – это помощь неизлечимым пациентам, паллиативная помощь. Так, Хоспис. у нас многопрофильная больница сейчас, очень хорошая, современная. Ну, Но для нас так, да, есть паллиативное отделение, и для нас это очень важное направление, потому что мы стараемся развивать паллиативную помощь в России. Мы, наверное, сейчас, возможно, единственная больница, которая имеет паллиативное отделение в Москве, и мы совместно с Минздравом, у нас есть программа по открытию филиалов в российских регионах. Открыты 3 филиала паллиативной медицинской помощи. И у нас есть, конечно, такие преимущества, что мы можем подготовить специалистов сами. Потому что наша медицинская сестра, та сестра, которая ухаживает за пациентов, это такая главная рабочая единица паллиативной помощи. И это, опять же, очень важно на Донбассе, потому что там не хватает
медперсонала. Вот, и мы таким образом привлекаем людей, которые не имеют образования среднего медицинского или высшего для работы в госпиталях, в больницах. Это очень важно. Мы знаем ситуацию с паллиативной помощью, которая есть на наших новых регионах. Надо сказать, что паллиативная помощь, она в нашей стране официально появилась в 2011 году, когда вышел закон 323. До этого-то на Украине, на наших новых регионах, в общем, такой организованной паллиативной помощи не было. И то развитие, которое в последние годы паллиативной помощи имеет в России, там нет период этого не было. Соответственно, мы сейчас получаем ситуацию, когда им нужно помогать. То есть особое отношение должно быть. То есть там нужно, как нам кажется, я являюсь еще заведующим кафедрой паллиативной помощи, могу говорить как эксперт по паллиативной помощи, и что, наверное, нужна особая программа именно по развитию, для этих регионов. Да, для этих регионов по развитию паллиативной помощи, потому что много людей, которые остались одинокими, среди них есть люди, нуждающиеся в паллиативной помощи. Мы понимаем, что закончится специальная военная операция, вернутся наши бойцы, и они тоже будут болеть, к сожалению, как и все, будут онкологические заболевания. Да, и там они заслуживают хорошей паллиативной помощи. Поэтому мы, как больница, которые имеем опыт организации такой паллиативной помощи в Москве и в регионах, и имеем такую кадровую резерв в виде нашей сестричества. Базой для этого, да? Ну, мы хотели бы, да, и планируем открыть филиал таки в каждом субъекте. Мы, как автономная некоммерческая организация, имеем государственное финансирование, в том числе и федеральное для этой деятельности. И первый филиал хотели бы открыть в Горловке, нам там даже передали уже здание бывшей школы. Мы вместе с Кузбассом начинали вместе с губернатором Савельевым этот проект. Надеюсь, что мы его продолжим. Ну, Сейчас он идет, этот проект? Или... Сейчас сделано проектирование, и, ну, наверное, здесь нужна поддержка. Вот. Ну, Сергей Евгеньевич тоже переговорил со своих новых позиций, тоже может оказать. Спасибо вам большое, потому что Горловка – это такое место, которое для нас в нашем сердце. И там первое, на базе сестричества организовалось, там замечательные люди живут. И эти сестры милосердия, которые живут уже на наших исторических регионах, они, когда закончится специальная военная операция, сейчас они ухаживают за ранеными. А потом их руки освободятся, и они будут помогать, конечно, этим пациентам. Хорошо. Хотел бы от всех наших сестер милосердия передать вам, что они вас очень любят и молятся за вас. Спасибо. Вам им помощи. Им передавайте самые лучшие пожелания, слова искренней благодарности для их рабочих. Владимир Владимирович, прошу прощения, вы на меня посмотрели. А я знаю, почему вы меня посмотрели, потому что я из Ленинградской области, Санкт-Петербурга. Вы почувствовали вашу малую родину. И я передаю вам большой привет оттуда. Меня зовут Александра Учар. Меня назвали Сашей в честь моего дедушки-блокадника, который пережил ребенком всю блокаду в осажденном Ленинграде. И именно его имя, память о нем заставляет меня работать каждый день, созидать, делать социальные проекты. И вот один из них в прошлом году стал призером международной премии «Мы вместе». Тоже не случайно, наверное, вы на меня посмотрели, потому что наш проект по интеграции адаптивного самбо в процесс реабилитации ребят после тяжелых ранений, в том числе ампутаций. Мы в Петербурге начали первые делать такие проекты, адаптировать и самбо, и дзюдо как раз под возможности людей с такими ранениями. Я, извините, смотрел соревнования, Да. где ребята с проблемами зрения выступали. Самбо. Смотрел с удовольствием. Красавцы. Атлеты прям молодцы. Да. Это очень терапевтично, плюс философия, все это очень помогает, конечно. И у себя в регионе я уже реализовала ряд проектов, которыми горжусь, и все они стали возможными благодаря вашей поддержке, благодаря поддержке фонда президентских грантов. И я от лица всех, наверное, НКО России хочу вам сказать большое спасибо за ту систему, которую вы выстроили. Это действительно колоссальная помощь, потому что раньше я этого не понимала, сейчас точно знаю, что Россия – это страна возможностей, где если ты молод, амбициозен, если ты хочешь помогать, то государство тебя поддержит. А мы вот со своей стороны, вот такой маленькой, будем вас поддерживать всегда. А у вас какая-то структура именно в Ленобласти, да? Где? У нас, на самом деле, в Санкт-Петербурге это больше. У нас, потому что Санкт-Петербург – это хаб, и у нас ребята со всей России там проходят лечение. Мы, на самом деле, не просто проводим вот такие занятия, мы еще и внедряем интерактивные методы, VR-очки. То есть мы уже на моменте госпиталя, мы уже
уже приходим к ребятам и показываем возможности самбо, то есть они уже в целом, находясь в больничных стенах, могут снова себя почувствовать бойцами, но уже в мирной жизни. А с федерацией у вас есть контакт? Да, но в целом мы сейчас вот в Лесгово буквально несколько месяцев назад представили методику. Мы сейчас как раз работали над тем, чтобы вот именно методически это все выложить, потому что мы опробировали это. Мы были первые, и нам нужно было понять, как правильно это все. В Лесгово-то есть направление, В Лесгово-то есть кафедра изучает. адаптивной медицины, они нам очень помогали. Поэтому Петербург вам и Ленинградская область шлет большой привет. Да. А я в ответ посылаю ответную шайбу. Вам успехов. Ну что, Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Артем. В 2017 году вы сняли мою мечту «Силки желания» и исполнили ее. Тогда я мечтал полететь на вертолете над своим любимым городом, Санкт-Петербургом. Помню, как... я вам махал. Да, это я замечательно помню, как летел и не понимал, что происходит, очень не верилось. И сейчас приехал в Москву, учусь в президентской академии на 3-м курсе, занимаюсь разными проектами, ищу себя, например, просветительскими проектами. И все во многом благодаря тому, что когда-то вы исполнили мою мечту, и я теперь верю действительно, что мечты сбываются. И стараюсь до ребят тоже доносить, что все возможно при желании. В прошлом году тоже стал исполнителем одной из мечт участника акции «Елка желаний». И сегодня, собственно, предлагаю вам снова уже традиционно взять мечту с елки и исполнить желания очередных мечтателей. Давайте. Мы же специально сюда поставили, чтобы мы вот здесь вот срывали. Да. Или мы Не, вы выбираете. Да. Ну, давайте вот. Мечта попробовать себя в роли сотрудника ДПС. Господи. Ну, что же это? Несложное желание. Надеюсь, будете вести себя вежливо, одинаково, вежливо со всеми участниками движения. А здесь Ханты-Мансийский автономный округ. Да? 5 лет. Тимур Ревснов. Отлично. Говорю, ну, я обычно брал 3 штучки, да? Давайте с этой стороны зайдем. А, здесь нет ничего, да? А вот нет. Так, Варвара Смоктина, 9 лет. Мечтает встретиться с космонавтом из отряда Роскосмоса. Организуем. Конечно. Думаю, что и для космонавтов это будет тоже приятно. Давайте, ребят, сюда пойдем. Вот отсюда, с этой стороны. Разных цветов возьму. Открываем. Игорь Степаненко, 7 лет. Мечтает посетить музей Мирового океана в Калининграде. Хороший выбор, молодец. Очень красивый музей. Все сделаем. Если позволите, я тоже вам пару слов сказать. Да, разумеется. Меня зовут Светлана Нигматуллина, я живу в Ленинграде, в Ленинградской области, занимаюсь развитием доступного туризма очень много лет. Если вы помните, то несколько лет назад я рассказывала вам о важности создания подходящей инфраструктуры и наличия адаптивного транспорта. А за эти годы, на самом деле, много чего изменилось, и туризм стал более доступным для людей с разными ограничениями. Конечно, безусловно, благодаря вам, вашему участию и тех людей, которые принимали. У нас целая команда работает, Да, правительство конечно. работает над этим. Да, конечно. Вот. Мы благодарим за это, потому что с каждым годом все большее количество людей, и тех людей, которые имеют разного рода ограничения в здоровье, они получили возможность путешествовать. Вот видите, один из таких, вот, наверное, людей, которые мечтают отправиться в Калининград, да, увидеть наш Это новый значит, что корпус. у нас с вами получается. Мы можем помочь вместе это сделать, потому что про Калининградскую область я знаю все, и мы также приглашаем наших гостей, туристов в Музей Мирового океана, поэтому это очень здорово и символично. Спасибо вам огромное за ту поддержку, которую вы оказываете, за то внимание, которое вы оказываете вот именно развитию туризма. И мы надеемся, что и дальше ваше внимание будет привлечено к этой проблеме, и что все будет хорошо. Обязательно так и будет, потому что у нас много раз об этом говорили, и я говорил, неограниченные возможности. Главное – развитие инфраструктуры, Да, доступность, хотя бы доступное пребывание в тех местах, которые привлекают внимание наших людей. Да и не только наших, но и за границей. Сейчас цифры не буду приводить, вы занимаетесь этим, я так понимаю, уже почти профессионально, так что вы знаете все эти цифры.
особенно для людей с ограничениями при движении и так далее, надо, конечно, создавать особые условия. Обязательно будем это делать и дальше. А Калининград очень хорошее место. Там Да. есть что посмотреть и развивается хорошо. 2 года назад на одному из наших маршрутов вы присвоили статус национального туристического маршрута России. Это первый маршрут, который соответствует всем критериям современного туризма, поэтому нам есть что похвастаться. Желаю вам успехов. И всем вам желаю успехов. Вам спасибо большое за вашу работу. Давайте сделаем общее фото. Давайте. Куда встать? Давайте вот так, клёво, давайте. Вот сюда, пожалуйста, смотрите. Ребят, давайте поставим класс. Все. Кто чем может. Да, конечно. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. У нас очень хорошие храмы. Красивая больница. Спасибо большое. Свердловская область. Да. Ребята, я все пойму, все обо всем. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Благодаря вашей поддержке тот проект занял просто беспрецедентный масштаб. Семьи, десятки миллионов семей поучаствовали, передали свою монетку. И по самым скромным предварительным подсчетам монеток таких 10 миллионов. И памятник уже стоит на Поклонной горе в Москве. У нас люди очень облегчены. Так точно. Всего хорошего. Wishing a good time in India. Желаю вам успехов. Thank you.